Sculpted from the dust, or creatures who crawled out of the mud. All of us, we're searching for who we are, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone, composed of stars, a God's creation, from dust to dust, an incarnation, a single blood in everyone. For every generation there's a question of who we are. Всем привет! Спасибо, что пришли, спасибо, что вы с нами. Меня зовут Федор Виноградов, я Синхайзер. А это Алина Янгибарян, она певица, замечательный человек, преподаватель и просто красавица, в конце концов. Вот. И у нас сегодня с вами речь пойдет о том, как выбирать правильно концертные микрофоны для выступлений. Я, собственно, немножечко вам расскажу о технической части, откуда ноги растут у многих вещей, почему нужно именно такой микрофон, почему другой микрофон. Вот. А Алина, так как она петь умеет, в отличие от меня, она все это дело нам продемонстрирует с помощью своего великолепного голоса, в чем вы очень быстро убедитесь. Собственно, а я хотел тебя спросить следующую вещь. Расскажи, пожалуйста, ты сама микрофон выбираешь или у тебя есть специально обученный человек, который ходит, а ты за ним хвостиком бегаешь, а он за тебя все выбирает? Нет, чаще я все-таки сама стараюсь выбирать микрофоны. То есть есть люди, с которыми я советуюсь и которым доверяю, но в основном я выбираю, так сказать, методом тыка. То есть я пробую то, что индивидуально подходит именно больше моему голосу. То есть ты опираешься на свои собственные ощущения? Это больше как вкусовые, наверное, предпочтения, так сказать, да. То есть я, если иду в какой-то магазин или студию, я стараюсь просто попробовать все, что у них представлено, сравнить, что по звуку максимально естественно звучит и является продолжением голоса. То есть... Я просто знаю, что ты много за границей выступала в буржуинских странах. А тебе же кто-то собирает микс? Кто обычно тебе вот на концерте наш лейбл Ground Up, да. То есть я артист лейбла Ground Up, и они всегда очень серьезно относятся к звуку, поэтому... То есть не было такого, что тебе звукоинженер Фоха сказал, чего ты купила, я не могу с этим работать? Нет. У нас очень доверительные в этом плане отношения. То есть я всегда высказываю свои предпочтения, у нас всегда есть несколько опций. Даже было такое, когда мы начали записывать видеоролик, то есть мы в какой-то момент просто переключили другой микрофон, потому что звук, такое впечатление, как будто они компрессию сделали в пульте, а при этом они ничего не трогали, то есть микрофон был не совсем подходящим для моего голоса. Кстати, ребят, извини, что перебил, мы сегодня, когда будем демонстрировать микрофоны, обратите внимание, мы вот как раз без всякой какой-либо компрессии, то есть у нас нет никакой динамической обработки, вот, мы никакие частоты не крутим, у нас все записано в линию, у нас единственное все выстроено по гейнам, вот, но мы пишем абсолютно микрофоны, как они звучат. Я тебя еще хотел вот что спросить. Есть же наверняка какие-то такие мега-гипер-супер-артисты, на которых ты ориентируешься, вот, которые, и если ориентируешься, то в чем бы ты хотела быть на них похожим, например? Очень много, на самом деле, артистов, и в каждом, мне кажется, разная черта, на которую я бы хотела ориентироваться. Но если судить в плане звукоизвлечения, так, естественно, то есть голосовые, наверное, какие-то тембр, да, мне больше нравятся вокалисты, как Грегори Портер, мне нравится Курт Эллинг, да, я фанат самый большой Стиви Уандера, то есть на него ориентируюсь не только как на вокалиста, но и как композитора. А как же Мелоди Гардет? Как? Мелоди Гардет. Но она по стилистике, у нее голос настолько спокойный, да. То есть я стараюсь женщин слушать меньше, ни в коем случае там никакой дискриминации, но просто потому, что манера впитывается легче, и ты начинаешь похоже. То есть я слушаю женщин, безусловно, у меня есть куча любимых вокалисток, но я очень аккуратна, просто потому что если ты пытаешься имитировать мужчину, то в любом случае звучишь как ты. Если ты звучишь как женщина, все будут говорить, она звучит как там... Мужики, скримеры, поняли, на кого нужно ориентироваться? Нужно на тетенек ориентироваться. Вот то скрим, так скрим будет. Да. И мой преподаватель Джей Ди Уолтер,
он супер серьезно всегда относился относится именно к микрофонам, к пультам. И, наверное, он был таким самым большим инфлюенсером, если я могу это слово так а-ля Рингриш. Слушай, сейчас уже так это в тренде, так, инфлюенсер. Инфлюенсеры. То есть он был один из самых больших вдохновителей, именно чтобы я отнеслась серьезно к тому, что является продолжением моего звука, что надо обязательно выбирать микрофон индивидуально, пробовать как можно больше, именно как серьезнее относиться к миксу и так далее. Ну, сейчас как бы у нас все в чистом виде, но я уверена, что он бы... Подшаманил, что ли? Да, он бы подшаманил. Ну, без шаманства-то как? Ну, конечно, да. Потому что нужно обязательно, чтобы уложить голос в микс, чтобы ему там было уютно, чтобы ему там было хорошо. И сейчас я большое удовольствие получаю от... Да, у нас еще одна интересная штука. Просто мы испробуем на Алине, она первый раз пробует систему персонального мониторинга. Друзья мои, этим обязательно нужно пользоваться. Вам Алина потом в конце расскажет свои общие впечатления об этом. Вот, потому что это, бережет слух, а, б, это очень точно вы все слышите прямо непосредственно здесь. Вот. А я вам сначала... давайте перейдем с вами к такой уже более-менее практической части. Наболтались, мы еще потом болтать будем, конечно. У нас будет с вами такие 3 итерации микрофонов. Вот сейчас у нас кардиоидный и динамический микрофон. Вообще, в целом, микрофон делится на 2 части. Это динамические микрофоны и это конденсаторные микрофоны. Вот здесь у нас динамический кардиоидный микрофон. Что такое кардиоиды? Кардиоиды, я вам сейчас попробую это дело вот на этом, это не муляж, настоящий микрофон, вот, продемонстрирую сначала руками, а потом мы еще и пошумим туда. Вот. Кардиоиды – это такая область чувствительности микрофона, она вот где-то находится вот здесь вот. Вот так вот она примерно выглядит. То есть иногда ее, кстати, в характеристиках, в паспортах для микрофонов ее рисуют и для разных частот, как микрофон их воспринимает вот вокруг капсуля. Сейчас проедет паровоз, и мы с вами продолжим. Мы находимся на небольшой железнодорожной станции в центре Москвы по адресу Садово-Триумфальная, дом 16, по-моему, если мне память не изменяет. Вот. И там здесь ездят паровозы. Вот. Продолжаем разговор. Кардиоидный микрофон все очень хорошо слышит по центру, вот здесь вот, и чуть хуже по бокам, и он абсолютно глух к тому, что у него происходит сзади. Значит, кардиоидный микрофон, он очень хорошо подойдет тем, кто, во-первых, новичкам, которые не очень умеют работать с атакой, и они он поет и ворон считает. Либо, если у вас музыка не очень громкая, и вы еще и мониторитесь с пола. Может, даже громкое, но самое главное, если вы мониторитесь с пола, то есть у вас на полу лежат мониторы, то такой микрофон подойдет великолепно, потому что он ничего не слышит сзади, значит, он не слышит напольный монитор, значит, не возникнет эффекта обратной связи, вот этого дикого адового свиста, который, не дай бог, если вот сейчас в ушки прилетит, ой-ой-ой-ой, будет больно. Если у вас динамичная музыка, вы много пляшете, скачете по сцене и, соответственно, не можете каждый раз точно попасть в микрофон, то вот такая штука, она вам, наверное, подойдет больше, чем другие микрофоны, о которых мы будем говорить чуть позже. Мы с вами будем говорить еще о суперкардиоидной характеристике направленности и конденсаторных микрофонах с такой же характеристикой направленности. А сейчас мы пошумим. Значит, я возьму, у меня здесь в моем замечательном product placement, значит, в моем замечательном телефоне системы iPhone находится генератор шума, это генератор белого шума. Я сейчас буду шуметь в один из микрофонов, и вы почувствуете, что такое характеристика направленности. То есть по изменению окраски звучания этого белого шума поймете, как микрофон где и что слышит. Я пойду от центра, по бокам и потом назад. Вот, собственно, мы пошумели замечательным нашим белым шумом. Не забывайте, пожалуйста, оставлять всякие комменты, лайки и прочие вещи. Сейчас мы будем еще слушать микрофоны. Ты, кстати, какую музыку поешь в основном? Что тебе нравится самой петь? Джаз в основном, и моя музыка, она такая... Трудно на нее положить конкретный жанр, так скажем, потому что это микс и соул, и джаз, и какой-то singer, songwriter, музыка.
Вот, поэтому... Автор-исполнитель. Спасибо. Круто. Смотрите, ребяточки, мы сейчас на склейке послушаем Алинины песни. Это Алина, автор-исполнитель, преподаватель вокала. Она будет петь поочередно в каждый микрофон. У нас с вами здесь 3 микрофона. У Sennheiser такая интересная концепция, то есть он выпускает модели микрофонов по принципу good, better, the best. То есть хороший, лучший микрофон и вообще зашибитлс, я хотел сказать, зашибись. Соответственно, у нас в категории good microphone или хороший микрофон у нас E835. Это микрофон серии Evolution, который выпускается еще с конца прошлого века. На секундочку. Там, с начала 90-х годов прошлого века. Вот. Следующий идет, то есть он у нас вот в категории хороший микрофон. Ну, он всем известен, это такая рабочая лошадка у прокатчиков. Неубиваемый совершенно микрофон. Мы потом продемонстрируем, кстати, что они неубиваемые. Дальше E935 и следующий микрофон – это абсолютнейшее новье. Ба-ба-ба-бам! Впервые в России, правда. Вот, мы вашему вниманию в том числе представляем абсолютнейшую новинку MD435. Кстати, MD расшифровывается, вот если E835, 935 – это просто Evolution 835, MD – это микрофон динамише. И везде присутствует циферка 35. Это значит, что он кардиоидный. Что такое кардиоидный? Мы вам только что нашумели, что такое кардиоидный. Вот, хватит болтать, будем слушать Алину. Давай. Learning, seeking, wishing on a star. Something inherent in this life. One must try finding the meaning in it. Я думаю, что я буду по этой секции и ориентироваться, чтобы Давай. не сильно длинная была. Learning, seeking, wishing on a star. Something inherent in this life. One must try finding the meaning in it. Learning, seeking, wishing on a star. Something inherent in this life. One must try finding the meaning in it. Ну что, друзья, вот мы тут попели даже. Вот теперь вы точно, у вас, наверное, может быть, какие-то есть уже впечатления. Смотрите, рассказывайте, какой вам из этих микрофонов понравился больше, какой понравился меньше. Вообще, просто свои впечатления обязательно туда набрасывайте, лайки, подписывайтесь. Вот все вот эти вот вещи в обязательном порядке. Алин, ну мне же интересно, в конце концов. Расскажи мне, красавица, твои впечатления. Я не буду тебе, знаешь, подгонов каких-то вот прям вот делать. Прям вот как на духу. Расскажи, чего, где, когда и как. Как на духу, на самом деле, я пользуюсь сама 835-м, просто как Он тебе знаком? А? Он тебе знаком? Да, он мне знаком, и как бы уже такое... Он, по большому счету, если особенно работать с какими-то педалями или процессорами и так далее, он звук достаточно чисто доносил, что мне нравилось. То есть он не скажет... Я такое ощущение, что сейчас на него, на родного смотрю. Вот. Но он, то есть, максимально естественно звук. Хотя сегодня это очень странно, когда я перешла на 935, правильно? Он намного ярче звучит. То есть я даже вот сейчас думаю, что, может быть, закралось сейчас... сомнение. Да, да? есть немного сомнений. И как бы что мне нравится, то, что я в основном работаю... Ну вот сегодня мы первый раз пробуем, просто потому что чаще всего везде напольное, да, мониторинг идет, поэтому... Особых деталей не услышишь. Да, особых деталей не услышишь, поэтому на самом деле мне очень нравится то, что этот микрофон ярче звучит. То есть если этот более в какой-то интимной атмосфере будет идеален, то, может быть, этот более будет, как это сказать, ну да, более яркий, и вот именно шипение я в него слышу буквально как все. То есть у меня высокий однозначно здесь больше присутствует, так как у меня голос естественный немножко ниже, может быть, сейчас я бы подумала на переключиться на 935. Этот микрофон, когда я только первые пару слов в него сказала, что на что я обратила внимание, то, что он звучит очень по-студийному. То есть такое впечатление, как будто на нем уже есть какой-то микс.
что очень удивительно, потому что все Обработка ровно. как будто Да, какая-то. но не обработка, а вот именно микс под твой голос. То есть все очень компактно и как-то Собрано. собрано, но при этом, извиняюсь, как я сейчас не самое удачное слово, но как мясистое оно звучит. То есть Довольно такое, хорошее да. слово. Вот. Есть, кстати, гитаристы очень любят это слово «мясо». Да, Вот, я да. тоже люблю слово мясо. Да. Просто у меня проблема в том, что когда я играю свои шоу, в основном у меня с левой стороны стоит муг, где я играю бас, у меня стоит фортепиано, и, соответственно, я тоже двигаюсь достаточно часто, просто потому что мне нужно смотреть на две клавиши. Поэтому как бы идея того, что я двигаюсь, это идеальная именно под... То есть вот именно то, что он, именно его характеристика направленности Да, такая да. довольно универсальная, Да. тебе это удобно, да. Ну, пока что, извини, пожалуйста, я тебя люблю, но пока что мой фаворит 935-й. Именно в плане того, что я слышу яркость, которая тоже не звучит неестественно. То есть оно есть как продолжение, но при этом оно дает какой-то вот definition. Читаемость. Ну да, то есть более четкость какая-то Да, есть. Говорите срочно, быстро, что нравится вам. Да, интересно, что со стороны люди думают на самом деле. Да, потому что на нас свет клином не сошелся. Мне не то, что медведь на ухо наступил, у меня есть предпочтение. Вот, но Алине я доверяю больше. Еще раз напоминаю, мы с вами слушаем разные микрофоны, динамические, конденсаторные, с кардиоидной характеристикой направленности. И вот сейчас пришло время суперкардиоидной характеристики направленности. Что такое суперкардиоидная характеристика направленности? Снова, что это за зверь, с чем его едят и нафига он вообще нужен? Вообще, если пойти, прямо вот откатиться совсем назад, и как делались микрофоны, и откуда взялись характеристики направленности, людям просто нужно было решать различные производственные задачи. Вообще микрофон, любой микрофон, у нас существует этих диаграмм направленности в природе вообще всего две. Это круг и восьмерка. Вот. Круг это он слышит вокруг. Вот сейчас у меня вот здесь вот петличный микрофон, это круг. Восьмерка это микрофон без... У него в акустической камере нет задней крышки, поэтому он слышит, вот если это вот мембрана, вот он слышит и здесь прекрасно все хорошо, и позади себя все хорошо. Откуда берется кардиоида? Это просто взяли восьмерочку, посадили ее в такую колбочку с закрытой задней стенкой и просверлили дырочек. И она таким образом превратилась, как будто она слышит только спереди. Но чем больше этих дырочек насверливать, тем микрофон будет становиться более направленным, стремиться к восьмерке, и у него начнет вырастать сзади хвостик такой чувствительности. Смотрите, значит, когда мы с вами говорим о суперкардиоидной характеристике направленности, вот мы берем вот этот замечательный микрофон, он, кстати, тоже суперкардиоидный, вот этот вот. Но я про него потом еще расскажу, он такой непростой парень. Суперкардиоидный микрофон, он очень хорошо слышит вот так вот спереди, он почти глух к тому, что у него находится по бокам. И у него есть небольшой сзади хвостик такой чувствительности, вот здесь вот такой вот, потому что его хотели сделать, снова, очень сильно направленным. Когда и в каких случаях этот микрофон хорошо подходит? Когда вот Алина поет, а у нее, например, справа контрабасист извлекает неистово ноты какие-то. Ну, он, конечно, не всегда неистово извлекает, но все равно слышно. Вот. А слева, например, гитарист, а сзади барабанщик. И нам хочется, чтобы микс был звукоинженеру, который собирает этот самый микс, хочется, чтобы все было вокалисты собраннее, да, чтобы не прилетали к нему туда лишние инструменты. Вот тогда подойдет очень хорошо суперкардиоидный микрофон, потому что он по бокам практически ничего не слышит. Единственное, он очень бывает чувствительным к расположенным сзади барабанам, если они не за шилдом, не за экраном. Поэтому, если пользуетесь суперкардиоидным микрофоном, работайте над сценографией. Можно чуть-чуть барабаны в сторону сдвинуть, и красиво будет, и они прилетать в микрофон не будут вокальный. Если вы пользуетесь суперкардиоидным микрофоном, потому что у вас на сцене, еще раз, громко, неистовый хэви-метал какой-то вы играете, и хотите, чтобы поменьше в него прилетал, помните вот об этом заднем лепестке. Мониториться с пола будет не очень хорошо. Вероятность возникновения обратной связи будет очень высокой. Вот, поэтому система персонального мониторинга, которую сегодня Алина у нас тестирует, вам очень сильно подойдет. Еще у суперкардиоидных микрофонов, наверное, может быть, мы это сейчас услышим, очень ярко выраженный такой, знаете, эффект близости. Это не то, что вы подумали. Это такой довольно серьезный подъем по низким частотам, когда вы приближаете микрофон ближе к рту, вот, идет такой подъем по низким частотам. Это вот чем направленнее микрофон, тем у него вот этот вот эффект более ярко выраженный. Его, кстати, очень любят, почему любят очень на радио суперкардиоидные микрофоны?
чтобы говорить вот таким вот проникновенным голосом. Вот. А мы с вами сейчас что будем петь? Вот сейчас у меня на самом деле, как это сказать, конфликт, потому что мне хочется посмотреть, что будет именно когда низы. Так, Но ну при давай этом мы сейчас... хочется атаку. Я тебе не буду мешать, когда ты захочешь посмотреть, какие будут низы. Давай Ладно, и то, и я другое. буду экспериментировать. давай. Сейчас я что-нибудь начну, и оттуда будет виднее. Whenever I look at you, wearing a smile, trying to play it cool, strutting in style, hanging with major fools all over town. Your footsteps seem so certain now. На этом я остановлюсь и буду его везде пробовать сейчас. Whenever I look at you, wearing a smile, trying to play it cool, strutting in style, hanging with major fools all over town. Your footsteps seem so certain now. Whenever I look at you, wearing a smile, trying to play it cool, strutting in style, hanging with major fools all over town. Your footsteps seem so certain now. Так, а ты хотела там с низами что-то еще пробовать? Да, сейчас надо попробовать вообще, что это будет. I can remember a day when you never made me wait. I can remember a day when you never made me wait. I can remember a day when you never made me wait. Опять же, наверное, у меня любимчик посредине. Так, 900-я серия, все, барышня запала на 900-ю серию. Да. Так. Просто потому что, я пела первую часть, мне нравилась здесь компактность в звуке, что я наблюдала здесь и здесь. Единственное, что мне так и хотелось на этом микрофоне поставить как поп-фильтр. Угу. То есть он слишком губы, я слышала свои губы. Вот, в этом яркость, опять же, есть определенная, которая... Кстати, вот да, это вот эффект суперкардиоидных микрофонов, вот чем ближе, да, в том числе вот эти вот реагируют на взрывные согласные, он Да. лучше. Вот, Да. вот, поэтому с суперкардиоидными микрофонами важно все-таки быть опытным вокалистом, уметь вот с этими расстояниями Да. работать. Опять же, здесь больше, наверное, компактности, и здесь тоже больше компактности, но для меня слишком студийная, наверное. Именно в той ситуации, когда я знаю, у меня будет много низких частот исходить из инструмента, и у меня голос все-таки больше к низкому, чем к высокому, мне этот слишком компактно, то есть он будет сливаться. Поэтому, наверное, мне нравится четкость этого микрофона, потому что я понимаю, что по Ну и частотам высокий в нем, видимо, побольше. Да, он чуть-чуть меня приподнимет, но при этом не искажая и не компрессируя голос. Круто. Мы, кстати, забыли с вами в них пошуметь, чтобы вы, собственно, увидели, как работает эта Давайте характеристика направленности. Вот, сейчас мы будем с вами шуметь. Значит, мы снова включаем наш волшебный генератор белого шума. Будем шуметь с вами в 845-й микрофон. Ну, теперь вы знаете, как работает вся эта история. Я имею в виду, как работает характеристика направленности. Я думаю, что самое время перейти к следующей заключительной части нашего марлезонского балета. Это к конденсаторным микрофонам. Все конденсаторные микрофоны, они отличаются довольно высокой чувствительностью. Поэтому их используют в основном в студиях. Потому что у них очень большой динамический диапазон, в отличие от динамических микрофонов. Да, динамический, а у конденсаторных динамический диапазон больше. Что такое динамический диапазон? Это возможность микрофона, насколько он хорошо распознает очень тихие звуки и очень громкие звуки. То есть вот это вот расстояние от очень тихого до очень громкого звука называется динамическим диапазоном. У конденсаторных микрофонов он существенно больше, чем у динамических микрофонов. Поэтому ими часто озвучивают в студиях музыкальные инструменты, голоса. Притом это может быть один и тот же там Neumann U87, им и контрабас запишут, и голос, и все что угодно, и барабаны. Но есть определенные
определенная стилистика. Я думаю, что вот та музыка, которую Алина играет, тоже сюда попадает. Это когда нам нужна читаемость вот эта вот, да, очень высокая детализация, студийная практически детализация, хотя Алина немножко забраковала нам студийное звучание. Но мы в данном случае Нет, прекрасно... он действительно крутой, просто вот не хочется именно... Соплей вот этих вот. Извиняюсь. Да, это я извиняюсь. Это я слюней, я бы сказала. Слюней, да. Слюней, да. Вот. Но, тем не менее, в определенных случаях при производстве определенного звукового материала это нужно. То есть, это возможно. Просто для живого, мне кажется, выступления я Да. бы аккуратнее была с таким. Да. То есть, когда я могу контролировать и действительно двигаться, я не отвлекаюсь на игру, а отдельно там прописывая, если есть такая. Потому что чаще всего я не могу прописать и клавиши, и вокал в одно и то же время, так как, конечно же, микрофон будет подбирать все, что происходит, даже если это просто прикосновение. Да. Но, говорю, еще раз, тем не менее, есть концертные конденсаторные микрофоны, и их довольно успешно люди используют. Это даже громкие команды, типа Muse, у них, они поют в Нойманы 105-й, у них просто абсолютно тихо на сцене, потому что они мониторятся в уши, и там абсолютная тишина, и здесь ничего чувствительный конденсаторный микрофон не насасывает. Тот же Джордж Майкл, который пел в конденсаторные тоже микрофоны. То есть много людей, которые поют в концертные конденсаторные микрофоны. Как правило, они суперкардиоидные, потому что очень чувствительные, поэтому для того, чтобы они поменьше насасывали, их делают суперкардиоидными. Тут есть свои фичи. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и прям вот через секунду прям начнем, потому что у нас есть волшебные программы по редактированию видео, и там... Я единственное вам что-то забыл сказать. Мы когда с вами говорили про динамические микрофоны, и у нас вторая итерация была, у нас были тоже 3 представителя в той же самой классификации. Это Good, Better, the Best. Первым был 845 микрофон, дальше был 945 микрофон, и потом был MD445 микрофон. И вот мы переходим к конденсаторным микрофонам. Если вы обратили внимание, там немножко у нас расцветки поменялись. У меня просто не было, почему-то не нашел черного микрофона, чтобы вас окончательно ввести в заблуждение. В общем, это конденсаторные суперкардиоидные микрофоны. Первый у нас E865. Кстати, да, помните, 35 – это кардиоида. Во второй итерации везде была циферка 45 – это суперкардиоида. 65 – это конденсаторные микрофоны в номенклатуре Sennheiser, суперкардиоидные. 845 65-й. 865, пардон, спасибо. 965, а дальше у нас Neumann, между прочим, на секундочку. Дело в том, что 965 микрофон, если у него открутить голову, у него там есть 2 переключалки. Первая осуществляет срез по низким частотам. Микрофон чувствительный, суперкардиоидный. Если слишком много низа, его прямо на микрофоне можно порезать. А следующая переключалка, она переключает его характеристику направленности. То есть в зависимости от того, какое нужно решение, да, какая сценография, мы можем сделать его либо кардиоидным, либо суперкардиоидным. У этого микрофона, у 865 у нас ничего переключить не можем, он все время суперкардиоидный. В общем, у нас вот такая сборная солянка получилась. А тебе, кстати, приходилось петь когда-то в конденсаторный микрофон? Вот твои ощущения, есть для тебя разница между конденсаторным и динамическим? Или ты вообще не парился? Нет, есть, безусловно. То есть я всегда это воспринимала как опасно, потому что я как раз-таки из-за того, что я работаю в основном с напольными мониторами и очень редко с наушниками, то есть я всегда очень аккуратно, чтобы не шел сигнал, микрофон и так далее. Поэтому с конденсаторными, конечно, это более студийная ситуация и однозначно. Мы делали пару съемок, где мы снимали, используя конденсаторные микрофоны, но это, конечно, была ситуация, когда именно мы использовали наушники. Да, это когда у тебя был большой такой 441 Sennheiser, такой блестящий, такой классный. Да. Посмотрите обязательно видос. Я думаю, что мы ссылки в описании накидаем. Очень классный видос. С 441 микрофоном, извини, перебил. Не могу просто не перебить. Пожалуйста. Просто микрофон уникальный. Он динамический, звучит как конденсаторный. Да. А на самом деле он динамический микрофон, но очень чувствительный. Мы его отстраивали достаточно... Долго. Да, долго, просто потому что у нас находились барабаны в той же комнате. Но опять же, мы учитывали то, что у нас барабаны были сбоку, и саксофонист, то есть мы пытались отделиться какими-то... Ширмами. Да. И тогда было идеально. То есть в наушнике сигнал был супер. Ну, это студийная, я считаю, история. Да. То есть в живых ситуациях, конечно, я все-таки предпочитаю что-то более динамического характера.
Но, Да. тем не менее, опять же, если на сцене вдруг у вас тихо, вы работаете через систему персонального мониторинга, то есть у вас максимально инструменты разведены, даже если мы сейчас возьмем, до чего далеко ходить, Тем из группы Люмен вот поет по-моему, сейчас в конденсаторный микрофон. Они очень громкая группа, но у них абсолютнейшая тишина на сцене, потому что, ну, кроме барабанов только. Но сейчас это немножко переворачивает мой мир, то, что я В ушах слышишь? Да, поэтому, мне кажется, если я переключусь все-таки на внутренний мониторинг, то есть мне надо будет, скорее всего, подыскивать что-то другое. Потому что вот, опять же, я использовала 835-й, да, Угу. и сейчас, когда я попробовала Другие микрофоны? другие модели, да, то есть у меня уже... Но опять же, это все, конечно же... Это да, это именно то, что ты гораздо детальнее, Да. подробнее это слышишь у Да. себя непосредственно в голове. И при этом получается, что ты еще и с резонатором своим все это дело слышишь. То есть это Да. такая уникальная То есть штука. другая совершенно отдача, поэтому интересно. Тем не менее, поем в конденсаторные микрофоны. Что петь будем? Я, наверное, спою по пару фраз в каждый микрофон, просто чтобы сильно не прерываться так. Full of beauty and life in a world full of strife and heartache. In a dress with a tear and a freeze in her hair, she parties. Full of beauty and life in a world full of strife and heartache. Вот тут у меня предпочтение на 865-го? 800, да. Потому что, дорогие друзья, вот эта вот магия цифр, на самом деле, она отсутствует. То есть многие считают, что чем больше цифра, тем микрофон лучше. Ничего подобного. И Алина только что это продемонстрировала. Дело не в том, какая на нем цифра написана, а нравится вам или не нравится. Подходит это к вашей музыке или не подходит. Потому что догм в случае с микрофонами нет вообще никаких. То есть никогда нельзя сказать, что этот микрофон ни в коем случае не используйте, пожалуйста, там, с голосом. Этим микрофоном, например, только можно комбо-усилители озвучивать. Чушь собачья. Берем 906 микрофон, поем в нем совершенно замечательно. Тут я услышала более, опять же, какая-то яркость была определенная, и при этом никакой компрессии, то есть очень яркий звук. Здесь, мне кажется, если сравнивать их, то это более такая студийная какая-то вещь, которую я бы немножечко подмиксовала, и тогда бы было идеально. Ну и здесь, в принципе, такая же ситуация, то есть... Они похожи, скажи, или нет? Мне показалось немножко 965-й, что он чуть-чуть глуше, чем Нойман. Угу. Но поэтому мне и хотелось спеть именно одинаковую фразу, потому что я знала, что если я продолжу песню, то тут будет ярче звучать. Но вот они на самом деле по характеристикам чуть, на мой взгляд, были ближе, чем... То есть этот отделяется однозначно. Видимо, тлетворное влияние изготовления на одной фабрике. Да. Ну, да, кстати, если вы не знали, просто у Sennheiser у них интересная штука с концертными микрофонами. У них есть линия, автоматическая линия, то есть их собирает автомат, там обслуживает всего лишь 4 или 5 человек эту линию. И тут интересно не то, что это автоматическая линия, или то, что это конвейер, который собирает микрофоны, а интересно, кто ее сделал, эту линию. Она стоит несусветных денег, потому что сделала ее компания Swiss Watch. Поэтому вот так вот. Как заплачено, с другой стороны, так и зафигачено. И там интересно, то есть это полного цикла, то есть наматываются катушки, прилепляются, ставятся корзины, и в конце всей этой истории такой подвешенной в воздухе акустическая камера, в которую засовывается микрофон, к нему подключается XLR-провод, в него дают тестовый сигнал, и если этот тестовый сигнал не укладывается в коридор, микрофон в шредер. Он просто уничтожается. То есть, чтобы, не дай бог, не попал в продажу. Это страшная история, я рассказал. Я считаю своим долгом попробовать подвести некий итог. Скажи мне, пожалуйста, дорогой друг, что тебе вот теперь вот на круг, при первом приближении понравилось больше? И вообще, может быть, какие у тебя идеи родились от нашего тестирования вот такого? Мне хочется сейчас сравнить все модели, которые у меня посередине были, первых двух раскладках, и эту, и поставить их рядом, и просто понять, в чем... Давай.
мы взяли все микрофоны, которые Алине понравились из первой итерации, это был 935 микрофон, из второй итерации 945 микрофон, и из третьей итерации это 865 микрофон. Если вы слышите сейчас на фоне какие-то посторонние звуки, то знайте, мы просто снимаем в действующем шикарном магазине, и спасибо ему за это, называется «Мир музыки», вот, и люди тут ходят, они почему-то сюда приходят для того, чтобы оставить здесь свои деньги и приобрести замечательные музыкальный инструмент. Мы сейчас вот выбираем прям вот Алининого фаворита, не вашего. Это будет фаворит Алины, я его еще пока не знаю. There is nothing left inside. Now the air is filled with confusion. There is nothing left inside. Now the air is filled with confusion. There is nothing left inside. Now the air is filled with confusion. Я могу сразу четко сказать. Давай. Но мы же ждем, мы же тут все в нетерпении. Да, вот Е865. Е865. Так вот. Но, с другой стороны, ты знаешь, я, если честно, и не удивлен. Вот, потому что, опять же, принимая во внимание фактуру твоего голоса, да, мне кажется, он прям вот то, что доктор прописал. И принимая, опять же, во внимание, что у тебя много концертной работы, мне кажется, он действительно тебе очень хорошо подойдет. Ну, просто ты теперь не будешь пользоваться напольными мониторами, да, чтобы ничего не заводилось. Кто не знает, Sennheiser и систему персонального мониторинга делает, мы, собственно, вот. Да, ну у тебя там сейчас наушники, а самого бодипака-то его не видно, он на поясе висит. Итак, мы сегодня с вами выбирала Алина. Я так рассказывал, а выбирать свой личный микрофон будете вы совершенно самостоятельно. Мы выбирали концертные микрофоны из динамических и конденсаторных производства славной немецкой компании Sennheiser. Она, кстати, все микрофоны делаются в Германии, в местечке Виннибостель, что под Ганновером. Какие микрофоны вам понравились? Вы, пожалуйста, в комменты напишите. Ладно? Хорошо? Договорились? Все, давайте. Peace and love. Learning, seeking, wishing on a star. Something inherent in this life. Must try finding the meaning in it. Believers holding hands and researchers digging in the land. Every woman and man, they're searching for who we are, composed of stars, a God's creation from dust to dust. An incarnation, a single blood